Пациента после ЭТМ и травмы носа более года назад беспокоит боли и чувство распирания в области левой половины носа, переходящие в область щеки. Далее появилась боль в районе верхней челюсти слева, начиная от области между первым и вторым зубом сверху слева и далее по всему ряду до седьмого зуба. В районе горла, чуть выше левой миндалины ближе к челюсти есть чувство распирания. Обоняние изменено. Выделение в носоглотке от прозрачного или белесоватого цвета до желтого цвета, как у таблетки Ношпа. Консистенция от почти жидкой с пузырьками до желеобразной. 3 октября 2023 года. Выполнена эндоскопическая септопластика, нижняя конхотомия с частичной резекцией свободного края. Дыхание стало более свободным, но в целом ситуация не поменялась. Обоняние стало еще хуже, периодически появляется противный запах в носу. Из носа отделяемого нет. Чувство распирания в верхней челюсти от 2 до 7 зуба слева и далее по области носа слева в переносицу стало сильнее. Бывает чувство, что распирает за левым глазом, в эти моменты глаз хуже видит. Затем жжение распространяется в области переносицы и далее по пространству под левым глазом. Дрожь в челюсти слева сверху то уходит, то усиливается. Во вложении томограмма от 17 декабря 2023 года. Через 2-5 месяцев после операции и описание до операции. Прошу посмотреть в динамике. Консультативное заключение по представленным КТК-томограммам пациента 1985 года рождения, дата исследования 17 декабря 2023 года. В динамике с КТ от 24 сентября 2023 года. Область исследования – околоносовые пазухи. При анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях, трехмерная реконструкция. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения в зоне сканирования не выявлены, мягкие ткани без особенностей. Лобные пазухи, с обеих сторон, несколько больше слева, в области соустьев сохраняется скопление неоднородного содержимого. Остеомиотальные комплексы непроходимы. Воздухоносные ячейки решетчатого лабиринта, в передней части, больше слева, заполнены неоднородным содержимым. Клиновидная пазуха, пневматизация и сохранена, патологических включений в полости пазухи не выявлено. Сфеноэтмоидальные соустья с обеих сторон проходимы. Гайморовы пазухи справа несколько снижено за счет минимального, до 2-4 мм, отека слизистой оболочки. Слева слизистая оболочка утолщена до 5-8 мм. На этом фоне сохраняется киста размером 24 на 20 на 26 мм, ранее 16 на 18 на 22 мм. В задней части нижней стенки сохраняется костный дефект размером 5 на 4 мм. Соустье слева непроходимо. Полость носа, пневматизация и сохранена, патологических включений в полости носа не выявлено. Слева средняя носовая раковина уменьшена в объеме, резицирована. Носовые ходы проходимы. Носовая перегородка без значимого смещения. Пневматизация и воздухоносных ячеек сосцевидных отростков височных костей, с обеих сторон, сохранена. Заключение. КТ-картина состояния после оперативного лечения. Костного дефекта нижней стенки, кисты левой гайморовой пазухи, полисинусита, искривление носовой перегородки. По сравнению с КТ от 24.09.2023 год. Снижение пневматизации и пазух. Рекомендована консультация лор-врача. 17.12.2023 М.Н. Доцент Котов М. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога: носовая перегородка стала гораздо ровнее. По всей видимости, подрезали среднюю носовую раковину слева. С этим стало лучше. В то же время выраженность отека слизистых оболочек, скоплений содержимого в пазухах стало больше, киста в гайморовой пазухе также выросла.